Привет! Друзья, я в замешательстве. Огромное количество комментариев на один из последних роликов в стиле «Свободу Палестине и палестинскому народу», «Долой оккупантов». И у меня возникает вопрос, какую Палестину и какой палестинский народ эти комментаторы имеют в виду? Одинаковыми ли понятиями мы мыслим? И о какой свободе мы говорим? Для начала небольшая историческая справка. В 1964 году Израильское царство и Иудея были захвачены Римской империей. А в 135 году римский император Адриан переименовал эти захваченные территории в Палестину, а всех ее жителей, в основном евреев, приказал называть палестинцами. Кстати, арабов там не было. Они появятся примерно через 5 сотен лет в результате захвата этих земель арабским халифатом, а впоследствии Османской империей. К слову, свободной Палестина не была никогда. Она всегда была под чьим-то управлением – римским, османским, британским, израильским. Не буду вдаваться в подробности, как и по каким причинам родилась идея образования на территории Палестины двух государств. Но такое решение было принято, и оно было встречено бурной радостью палестинцами-евреями и напрочь отвергнуто палестинцами-арабами и соседними арабскими государствами. Палестина именно тогда была озвучена как государство. До этого Палестиной обозначалась лишь территория, так же, как, скажем, Сибирь или Урал. А официально флаг Палестины был принят в 1964 году. Но как государство Палестина образована не была. Мы часто видим в интернете вот такую карту. Хочу вас огорошить, с действительностью эта карта не имеет ничего общего. Вот это действительно территория Палестины, но не как государство, а как именно территория, которая входила в состав Османской империи. Это план раздела этой территории на два государства – еврейское Израиль и арабская Палестина. Это вообще непонятно что. Зеленым цветом отмечены территории, которые в ходе войны за независимость были захвачены арабскими государствами – Газа Египтом, а западный берег реки Иордан – Трансиорданией, и впоследствии отвоеваны у этих стран Израилем. А вот эта карта отражает действительность. Причем Газа не государство, не автономия, а территория, находящаяся под административным и военным контролем Хамаса. На мой взгляд, историческую правду отражает вот эта карта. На следующий день после провозглашения государства Израиль, 14 мая 1948 года, Израиль был атакован сразу 5 арабскими государствами – Египтом, Иорданией, Сирией, Ливаном и Ираком. Война закончилась в июле 1949 года. В результате Израиль отстоял территории, которые ему выделила ООН для образования государства, а вот территории, выделенные под палестинское государство, были захвачены арабскими странами. Западный Иерусалим и западный берег реки Иордан – Трансиорданией, а сектор Газа оккупировал Египет. Но, разумеется, палестинское государство на этих территориях ни Египет, ни Трансиордания создавать не собирались. Таким образом, 18 лет с 49 по 1967 год эти территории не были Палестиной, они были оккупированы. Не буду вдаваться в подробности шестидневной войны 1967 года, но именно этот год является переломным моментом. В результате боевых действий Израиль сокрушительно разгромил коалицию арабских государств, и от каждой страны, участника этой войны, он забирает территории. У Сирии – Голландские высоты, у Иордании – западный берег реки Иордан и западный Иерусалим, у Египта – Синайский полуостров и сектор Газа. Напомню, что сектор Газа с 1949 по 1967 год был оккупирован Египтом. Впоследствии, под давлением международной общественности, Синайский полуостров был возвращен Египту в обмен на подписание мирного соглашения. Ряд источников утверждает, что одновременно Израиль пытался втюхать египтянам и Газу,
но они наотрез отказались. С момента присоединения Газы, заметьте, не аннексии, а присоединения, азатам не предлагали израильское гражданство. Израиль берет на себя ответственность за этот регион и начинает стремительно развивать там сельское хозяйство, внедряя передовые технологии, такие, например, как капельное орошение. Как всем известно, Израиль творит абсолютные чудеса в аграрном деле. Находясь в пустыне, Израиль на 95% обеспечивает себя продовольствием. Израиль научился выращивать овощи в песке. Конечно, не все было гладко в Газе. Возникали конфликты на религиозной почве. Еврейские поселения, занимающиеся в основном сельским хозяйством, стремительно разрастались, что не нравилось ни мировому сообществу, ни местным арабам. Они называли это оккупацией. И вот наступает переломный 2005 год. Под давлением международного сообщества происходит одностороннее размежевание, которое, кстати говоря, в пропалестинских сообществах не принято вспоминать. Руководствуясь идеей мира с Палестиной, Израиль выводит свои войска из сектора Газа и насильно эвакуирует все еврейское население. Да, все еврейские семьи, которые жили там, возможно, не одно поколение, берут и выкидывают со всеми манатками. И все это делает израильская армия ради мира с Палестиной. Об этом мало говорят. Израильское правительство депортирует не палестинцев, а евреев, а их дома освобождаются для палестинцев. И не только дома. Палестинцам передали всю передовую аграрную инфраструктуру, передали школы и больницы, в том числе и построенную Израилем больницу Аль-Шифа. Наконец-то Палестина свободна. Казалось бы, созидайте и развивайте. Но не тут-то было. Через год на выборах при поддержке 70% населения Газы к власти приходит Хамас. Это был последний раз, когда палестинский народ принимал участие в выборах, потому что больше в Газе выборы не проводились. А дальше происходит самое интересное. Еще через год, в 2007 году, происходит битва за Газу между Хамасом и Фатхом. Сценарий того, что произойдет с Палестиной, если она объединится и станет свободной. Итак, в ходе боев за власть между Хамасом и Фатхом побеждает Хамас. Он узурпирует всю власть и выгоняет Фатх из сектора Газа. Фатх продолжает функционировать на западном берегу реки Иордан, являясь политическим руководством палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом. Военный контроль большей части западного берега осуществляет Цахал. Вернемся в 1967 год. В ходе шестидневной войны Израиль захватывает западный берег реки Иордан, но не у палестинцев, а у Иордании, которая оккупировала эту территорию в 1949 году и не спешила создавать там палестинское государство. Израиль постепенно идет на уступки и начинает передавать эти территории палестинской администрации. На сегодняшний день Израиль контролирует примерно 60% территории западного берега реки Иордан. То, что произошло в секторе Газа в 2007 году, уничтожает всякую вероятность того, что Израиль уйдет из западного берега полностью. Я думаю, ни один здравомыслящий политик не позволит, чтобы такая большая территория, как западный берег, стала плацдармом для Хамаса. А теперь давайте задумаемся, какие цели преследует Хамас, да и другие террористические группировки. 18 лет Газа была свободной. Относительно свободной, потому что воду, газ, электроэнергию, стройматериалы и продовольствие поставлял в Газу Израиль.
Так о какой свободной Палестине мы говорим? Куда уходят миллиарды долларов, поставляемые сектору Газа Катаром? Кому нужно милитаризированное террористическое государство, которое не заботится о мирных жителях, а нацелено исключительно на власть и разрушение? И почему палестинских беженцев не хочет принимать ни одна арабская страна? Об этом в следующем сюжете.